Привет, друзья! Сегодня у меня для вас полный обзорчик китайской реплики ESP Viper, которая, к тому же, была еще допилена и доработана мною под ключ. Кто следит за каналом, видел, что недавно я выкладывал приход таких гитарочек, у которых было здесь две ручки и ни одного тумблера. Да, то есть был вопрос, как же это работает. Можно было бы хотя бы предположить, что это две ручки громкости, но оказалось, что это громкость и тембр, а датчики все запаяны вместе. Тумблер должен был быть здесь, а гнездо здесь, но китайцы не совсем правильно поняли ТЗ, поэтому с торца у нас нет ничего, а спереди у нас есть гнездо. Одну такую гитарочку поровнее, поинтереснее я взял домой, чтобы сразу ее привести в боевое состояние. То есть, ну, во-первых, понятно, лады, порожек, да, высота струн комфортная, вот это все здесь уже сделано хорошо. Во-вторых, даже в нижнем положении бриджа струны были высоковаты, поэтому я здесь всверлил глубже опоры, и я здесь поставил низкопрофильный бридж. Вот теперь струны можно сделать низко. Сейчас они выставлены ниже, чем 1,5 мм. И, естественно, чтобы все это нормально, комфортно работало, начал я разбирать. Вариантов было несколько. Тумблер можно было поставить между двумя ручками. Тумблер можно было поставить вместо гнезда, а гнездо всверлить сюда. Геморрой тот еще, но возможно. Ну, учитывая, что полость здесь идет вот так вот, то ставить тумблер на нижний или верхний рог, это тоже получалось бы дополнительно фрезеровать и тянуть провода. На такой геморрой тоже идти не хотелось. Но когда я разобрал, оказалось, что ручка тембра ни хрена не работает. В нее пришелся удар, у нее мало того, что поколота была верхняя крутилочка, так еще и внутри она не работала. Вот, поэтому я подумал, ну, соответственно, какие еще варианты? Вот, сам Бог велел. И убрал ручку тембра и поставил сюда тумблер. Так что теперь у нас есть переключалка, в этом положении neck, в этом положении bridge. У нас здесь есть ручка громкости. Тембра у нас нет, но, в общем-то, тембром пользуются существенно реже. И у нас есть полностью комфортная, допиленная, ровная гитарочка. Значит, в ней есть только один момент, к которому еще можно... Ну, так, я его покажу сразу, чтобы вы потом не выпендривались и не кричали. В этом месте ее обо что-то тюкнули. То ли здесь вмятинка, и мы видим эту вмятинку, то ли здесь, может быть, даже был скол, и его аккуратненько подмазали. Да? То есть такое ощущение, что здесь сверху чуть-чуть докрасили уже потом. Вот. Но, по крайней мере, дерево не торчит. На текущий момент скола нет. Есть просто такой как бы подмазанный нюанс. Назовем его так и простим его всем. Вот. В остальном все у нас окейно. Струночки идут сквозь корпус. Все, что можно было подровнять и поставить хорошо, я подровнял и поставил хорошо. Так что обращайтесь, спрашивайте. Сейчас будет еще видео звука. Теперь перейдем к звуку. Слушаем гитарочку на бриджевом датчике. На нековом.
Послушаем на дисторшене. Бриджевый датчик. Что-то громко как-то. Сейчас. Neck. А дальше я забыл. Ну, в общем, вот такая гитарочка приведена в порядок, отстроена. Приобретайте.